Чтобы начать с чего-то практического, мне хотелось бы предложить вам мысленный эксперимент, прежде чем я начну излагать трудный теоретический материал. Этот эксперимент можно назвать экспериментированием с убеждениями. Он состоит в том, чтобы вы произвольно, на строго определенный отрезок времени, например, на 10 минут, поверили, насколько это возможно для вас, в те или иные предпосылки. Подобная процедура значительно отличается от того, как формируются многие из наших убеждений, которые мы сохраняем затем в течение всей жизни. Обычно мы не принимаем никаких решений относительно их содержания и продолжительности существования. Экспериментирование же с убеждениями — это именно эксперимент. Вы принимаете определенные убеждения и смотрите, что будет происходить в течение того времени, пока вы этого убеждения придерживаетесь. Затем расстаетесь с ним и оцениваете его воздействие. В этом эксперименте я хочу затронуть некоторые убеждения, важные для западной культуры, хотя они и распространены по всему миру. Эксперимент также дает возможность прояснить такие вещи, в которые мы верим, не задумываясь, не отдавая себе в этом отчета. Мы прочтем утверждение веры как стилизованное под христианское символ веры, но отражающее современные представления. Мы не имеем в виду само христианство, это касается лишь того, что происходит в нашей культуре, внушаемых нам представлений о реальном мире и нас самих, а также тех последствий, которые вытекают из этого обусловливания. Мы собираемся произвольно поверить в это и проследить за своей реакцией. Это необходимо потому, что мы приходим к внимательности не просто как нейтральные наблюдатели, незаинтересованные лица, видящие вещи такими, каковы они есть на самом деле. Мы несем с собой значительный культурный багаж, и этот факт важно пережить на собственном опыте. Но прежде чем начать эксперимент, закройте глаза и спросите свое «я», хотите ли вы принять в нем участие. Прислушайтесь к себе, соглашается ли ваш ум на это. Слушатель, остановитесь на минутку и проделайте то же самое. Если в ответ вы услышите «нет», попытайтесь уговорить себя, спросите, не позволит ли ваше глубинное «я» поэкспериментировать минут 10-15, а после этого вы вновь вернетесь к тем убеждениям, которые запрограммированы в вас и которые вы считаете своими. Слушатель, проделайте и это, если необходимо. Если все же получите ответ «нет», то притворитесь, участвуя в эксперименте, не вкладывая в него действительно никакой энергии. Так вы не будете выделяться среди других. Чтобы использовать различные культурные нормы для усиления эмоционального воздействия эксперимента, я попрошу вас встать, сконцентрировать свое внимание, положить правую руку на сердце, так как если бы вы приносили присягу флагу. Давайте встанем в несколько рядов и медленно прочтем текст вместе. Читатель может встать в указанной позе, вообразить группу людей вокруг себя, проделывающих все это вместе с ним. Читать надо громко, твердым голосом. Духовные поиски многих из нас питаются надеждой на то, что жизнь — нечто большее, чем это утверждает кредо. Однако его положения кажутся систематическим и доказанным научным знанием, что постоянно воздействует на людей, ищущих свой путь. Я убежден, что чем больше у человека неосознанных, неподкрепленных убеждений, действующих более или менее автоматически, тем сильнее он порабощен. Используя буддийскую терминологию, можно сказать, что чем больше у человека подспудных убеждений, тем больше у него кармы. Если вы осознанно верите во что-то, то можете проверить свое убеждение. Если, скажем, вы сознательно убеждены, что люди недостойны доверия, вы можете при желании проверить это. Например, можно сказать: «Я считаю, что люди недостойны доверия, но, возможно, я ошибаюсь. Так почему бы мне не довериться некоторым из них и не посмотреть, предадут ли они меня?» К сожалению, наши убеждения становятся просто привычками мышления, привычками восприятия. Они буквально извращают наше мировосприятие и кажутся при этом совершенно естественными. Мы упускаем возможность усомниться в них, проверить их непоколебимость.
Один из важных аспектов тренировки внимательности — научиться наиболее критично относиться к своим убеждениям, наблюдая их в действии, и замечать, к чему они обычно приводят. Тогда вы получите возможность не просто принимать свои убеждения на веру, а решать, хотите ли вы сохранить или изменить их. Итак, 10 минут, которые мы отвели на эксперимент, закончились, и можно вернуться к своей прежней системе убеждений, хотя в некотором смысле вы, наверное, уже не сможете вернуться точно в то же состояние, в каком были раньше. Я надеюсь, вы всегда будете более чувствительными к этим аспектам вашей системы убеждений. Один из великих духовных учителей мира, американский политический деятель Патрик Генри, говорил, что вечная бдительность – цена свободы. Мы обычно воспринимаем эту фразу в политическом плане, но она также имеет важное психологическое и духовное значение. Не стоит, конечно, вырывать ее из основного контекста и полагать, что паранойя – лучший духовный путь. Но нам нужно учиться быть бдительными, поскольку очень многое в нашем уме автоматически происходит само по себе, отнимая у нас свободу.